Друзья, прямое включение. Мы продолжаем находиться на острове Кадба. У нас здесь мы все-таки дождались этого момента. Мы видим, можем лицезреть настоящий шторм, о котором нас предупреждали уже несколько дней. С Филиппин он пришел. 11-бальные порывы ветра, 88 километров в час. И вот 9-бальный шторм нам обещали. И вот мы сейчас прям застали самое его начало. Обалдеть, да. Минуты за 2 он разбился. Вообще... Ничто не предвещало как бы беды, даже казалось, что погода, ну такая, можно пойти на прогулку. А сейчас, смотрите, вон там вообще все... Улетает все просто, улетает все. И мы, главное, что мы находимся в безопасности в достаточно таком серьезном домике. То есть, если кто-то сейчас вот там в бухте остался на своей лодке, я честно не знаю, в прошлый раз, когда был такой шторм, перевернулось судно, около 40 людей погибло. Прямо в воде все вот это вот перевернулось, перемешалось. Там даже половину людей не нашли. Ух, хорошечно так зарядило. Я первый раз вообще такой силы наблюдал. Да. Настоящий тропический ураган. Прям двигается. И это только начало. То есть сейчас, смотрите, туч-то черных практически и нет. Кажется, что, ну, вроде бы и не так все страшно. А на самом деле вот эта штука, она чем опасна? То, что она начинается и может несколько дней подряд не прекращаться. Мы будем здесь тусить, наверное, пока это вся история не закончится. У меня работа полным-полно еще, монтажа видосов. Завтра в 12, вот если такая погода будет, что, под рюкзак и пойдем скитаться. У нас даже нет жилья пока что. Смотри, байки завалило. Оп, упали 2 байка. Это кто-то переезжает, короче. Он такой говорит, ну его нахер. Я, говорит, отсюда сваливаю. Ладно, будем держать событий. Вроде пока ничего опасного. Так, ну что, это день номер 2. Давайте посмотрим погоду. Уча. Мне кажется, тайфун все-таки до нас дошел. Это сегодня опять сидим дома. Смотрите, невозможно вообще выйти на улицу в такой погоде. Ну как, возможно, но есть некая опасность. Какие дела, друзья? Чилим, ждем хорошей погоды. Ну что, небольшой отчетик сегодняшнего дня. Продолжает заливать. Мы решили переехать в шторм из этой квартиры в квартиру повыше. Как вы понимаете, с 3-го этажа нам не совсем хорошо видно стихийное бедствие. Так что переезжаем практически на крышу. Даже голова немного побаливает с такой погоды. Ветруга сильнейший. Самое время для прогулки. Блин, почему никто не работает? Почему все магазины закрылись? Все разъехались вообще. Просто по норам разбежались. Ни одного корабля не стоит в бухте. Ни один магазин не работает. В общем, здесь прямо объявлена тревога. 11-бальные порывы ветра — это вам не шутки. Фу, ну и деньки, народ, ну и деньки. Ну, кстати говоря, это нормально даже, потому что за вчерашний день я еще один видос сделал, за позавчерашний еще один, и сегодня я, не знаю, если мне хватит сил, я сделаю последнее видео, которое мы снимали. Я не помню, что уже там было. Митяй, ну что, ты готов? Да, почти. Что там, нашел комнату? Нашел, да, все нашел. Сейчас посмотрим. Отча. Ну, что я могу сказать? Вид, конечно, у нас уже... немножко есть вид на тайфун, ну и вид на гору. Тоже неплохо. Тоже неплохо. По прогнозу говорят, что этот тайфун будет длиться, может быть, дня 3, а может быть, даже все 5. Так что мы не знаем, на какое количество дней мы застряли здесь. Как вы понимаете, контента особо не поснимаешь. Я, конечно, могу выйти в ливень и промокнуть и так далее, намочить свой телефон. Но зачем это нужно вам? И для чего это нужно мне? Я пока не понял. Так что у нас продолжаются рабочие дни внутри нашего прекрасного отеля.
что, у меня тут работа полным ходом кипит, видосик собираю. Дождь все никак не останавливается. Время 3 часа дня, я думаю, нам нужно будет какую-то вылазку по-любому делать. И вот я смотрю, что какие-то чуваки в дождевиках, в принципе, как передвигаются. В принципе, норм. Я тоже подумал о том, что лучше пешочком даже попробовать до города дойти. Здесь, в принципе, 15 минут идти, потому что на байке такие порывы ветра могут быть опасны. Когда один едешь, еще окей, но вот вдвоем с пассажиром можно завалиться на раз. Сдувает очень быстро. Короче, сейчас посмотрим. Пока работаю, но как припрет, может быть, выберемся. А может, нет. Короче, чил. Так, ну что у нас с погодой? Друзья, день добрый. Ну что, поздравьте нас. Мы, кажется, пережили тайфун, который нас, к счастью, обошел. Был только небольшой шторм, который тоже уже утих. Смотрите, корабли вернулись в порт. Это хороший знак, говорящий о том, что вьетнамцы возвращаются к своей привычной жизни. Впервые поднялись на крышу нашего отеля. Смотрите, как здесь круто. Сейчас время уже 4 часа дня. Вот так, последние дни тайфунные ленивые такие были. Долго спали. Вот и Митяй. Митяй, как самочувствие? Ништяк. Собрались вот в мегапутешествие в бункер, либо в лагуну, и что-то нам дождь опять перебивает немножко. Мы пока не понимаем, будет ли он. Смотрите, небо, оно... сложно сказать. По прогнозу, вроде будет пару часов дождь лить. Да, причем, когда он начнется? В 3 часа, да? Через минуту? Да, где-то на острове. В общем, сейчас будем думать, что делать. Хотели позавтракать, выбраться. Кстати, крутая у нас крыша. Что-то недооцененная, да? Здесь, смотрите, эвкалипты растут, вот эти белые деревья, похожи на эвкалипты. Да, вот такие мунсунные деньки мы на острове поймали. Ну что, мы всего один день, кстати, зацепили солнечный. Один раз на лодке покатались. Это вот когда была лодка, было и солнце, да? Один? То есть непонятно, сейчас с такой погодой, что мы успеем посмотреть. Тут, в принципе, из активностей, но самое классное остались это островные, вот эти пляжные красивые активности, но в такую погоду, мне кажется, даже самый человый пляж, он будет немножко таким мрачным. Ну да, пасмурно, оно дает свою какую-то атмосферу. Не, в целом тоже прикольно, на самом деле работается в такую погоду вообще классно, я вот сделал все видео, освободил память, что можно записывать дальше. Тут деревья вообще прокачанные, на самом деле, вьетнамские, они растут даже в камнях. Вот посмотреть, тут нет ни земли, ничего, как вообще это растет? Прикинь, да, то есть он вот как-то он собирает влагу, вот в этой расщелине есть некий мох. Конденсат собирается. Более такие вот ближе к почве. Смотри вот на это, вот это все скала, и просто на этой скале выросли растения. То есть там тоже нет абсолютно никакой земли, там какая-то своя экосистема. Так, ну что, у нас сегодня будет, походу, такой проходной день, что, как вы заметили, я документирую практически каждый наш шаг. В общем, поедем сейчас добывать себе еду. Мы уже тут обнаружили кафешки прикольные на районе. Так, ну что, мы поехали добывать себе еду. Митяй, ты поехали, да, давай. Мы обнаружили эту кафешку тут. В принципе, здесь нормально кормят. Ну что, посмотрим, что тут по городу-то вообще. Жизнь кипит, жизнь идет. Даже в мунсун, хоть в зиму, хоть в лето. Мы ничего с этим поделать не можем. Пойдем посмотрим, что у нас будет сегодня за еда. Кстати, вот во всем Катмане так что много рестиков, похожих на европейские. Вот это место чисто такое ощущение, что его кто-то европеец сделал, возможно. А так в основном здесь, что здесь есть? Есть снеговик, нихуя. Есть банмишные всякие разные вьетнамские, ну и кофе, чай. А вот прям хорошей еды, где тарелку супа можно съесть и всякое такое, это сложно. А вот в этом месте даже буррито готовят. Прикиньте. Тут есть боулы. Еда в среднем 100 донгов стоит. 80-100, то есть это где-то 300 рублей в районе. Плюс-минус. Для острова, как мы поняли, это уже более-менее нормальные цены, потому что мы видели здесь еще дороже. Митяй, ты что там хаваешь? Я кушаю full протеин буррито, вегетарианское. Митяй, короче, на массе, на протеине.
А я ем фруктовый бол. Время уже 4-й час. Что по-быстрому? А мы завтракаем только. Да, блин, что у нас вообще с рационом питания? Сколько мы продержимся в таком темпе, как думаешь? Блин, такой вальяжный, неспешный темп. Мне кажется, можно продержаться. Всю жизнь. Всю жизнь, да. Причем еще пока. Ладно, всем приятного. Так, ну что, мы уже едем на разведку. Короче, чем мы занимаемся сейчас? Смотрите, видите эти большие горы? Вот мы пытаемся понять, как можно через эти горы пробраться прямо за них, потому что за ними находится лагуна, очень красивая, и мы пытаемся его понять, можно ли вообще туда как-то пробраться. Смотрите, это огромные скалы, хрен его знает, есть там какая-то козья тропа или нет. Один чувак сказал нам, что лучше на лодке вообще туда плыть с другой стороны. Короче, сейчас будем тут разведывать, вроде как дождь собирается. И вот мы находимся в тупике, а вокруг нас горы. И что нам делать? Как нам преодолеть эти горы? Потому что я хочу в эту лагуну попасть, а туда, блин, нифига. Как мы объехали вокруг вот так просто скалу? И как туда попасть? Нам нужно искать чувака, проводника через вот эти джунгли. Кстати, тут крокодилы, хрен его знает, кто вообще водится. Нам вот прям, видишь, пирамиду вот эту. Нам вот за нее и за ней, вот я прикладываю снимок с карты, вот за ней находится просто охренительная лагуна. Вот смотри, видишь, на той стороне, там уже даже вот какие-то рыбаки, какие-то рыбацкие какие-то угодья. И по идее, видишь, она упирается, но нету там прохода. Ну да. О, кстати, смотри, ферма Папайя. Вау. И бабочки. Мы вот не эти заметили, здесь. да, и бабочки. Оказывается, везде долина бабочек, а мы думали, что она только в одном месте. Точняк. Вот там вот видишь камень, тоже скала, и Да. все, и вода. Короче, вот непонятно, видите, здесь мы пока не встретили никакого гида вьетнамско-английского, который бы такой сказал: чуваки, я покажу вам самые классные места этого острова. И нам приходится исследовать все самим. А самим это не так-то просто. Во-первых, мы спим до хрен знает скольки. А во-вторых, приходится вот так на Google карте просто лазать и надеяться на то, что мы найдем что-то интересное. Вы гляньте вообще, сколько бабочек. Тут что вообще происходит? Офигеть, смотри какая. Они любят просто папайю. Вот такие вот дела. И как попасть в эту лагуну? А сейчас еще погода такая, что через 2 часа там дождь начнется условно, потом раз дождя нет, потом снова дождь есть, и как-то непросто. Не просто в таком климате, короче, что-то вообще придумывать. Смотри, вот каяк. Да. Тоже мы еще не выполнили этот квест. Тут какой-то огурцы они тут выращивают, и что? Смотрите, это чья-то ферма, и к ней вообще вот здесь прилив, и к ней, видите, даже подойти нельзя. А ураган, вот это последствия урагана, который был. Мы застали его буквально чуть-чуть, видите, повалило целую папайю. Целое дерево папайи подсвалило. Гляньте, жалко, блин, что плоды-то еще не соспели, и все уже упало. Они не созревшие, да, маленькие еще. Да, и маленькие. Ну а что, убирать их придется. Им уже, наверное, не помочь. Ладно. Че, погнали дальше. Давай пойдем. Мы как бы чисто разведку эту проводим. Как-то так, короче, получается. То есть вот непонятно, сколько еще приключений на этом острове мы сможем организовать. Может быть, это видео последнее. О, мы сейчас будем спрашивать у местных людей о том, Как попасть в эту долину? Слушай, мне кажется, я только что нашел слово, после которого они уезжать начинают. Я такой говорю, can I ask you? И он просто такой, все, пока, чувак. Пожалуйста, только не это. Единственная вещь, которую я не люблю больше, чем вопросы, это давать на них ответы. Развернулся и уехал. Да, смотри, а эта штука, она похожа прям реально на пирамиду. Да. Вот это, кстати, очень может быть реальная пирамида, потому что огромное количество гор, покрытых зеленью, камнями, это на самом деле пирамида, их огромное количество по всему миру. Кто построил? А вот это уже загадка разной цивилизации древней. Где кто? Смотри, А если физику взять, и, смотри, насыпать сверху, вот так, допустим, я беру, Может и такое. и насыпаю вот так песочек, то он же вот такой горкой как раз-таки и сыпется. Сыпется, да. Может быть и не пирамида. Придется это выяснить. Когда разберем. Ладно, ну что, у нас еще есть вторая точка. Сейчас уже такое, скоро близится все к закату время. Поехали на маяк. Поехали. Вон тут недалеко, да, кстати, как раз. Да, у нас есть, неподалеку есть маяк, и мы там еще не были. Там вроде как обзорный вьюпоинт, и на какой-то пляж можно посмотреть. Так, что, мы вроде нашли дорогу. Митяй, держи. Давай. Тут уже собаки какие-то. Собака, ох ты, господи. Аккуратно. Блин, мы на чей-то час. Бро, мы приехали, да, в чьи-то частные
Владение с кучей собак. Как нам к маяку пробраться? Смотри, тут дорога. Так, нам может так. Дальше. Привет, привет. Заехали в чей-то дом, навели кипиша. Собачки тут. Бро, каковы шансы, что они здесь разводят собак на еду? Глянь, сколько собак, смотри. Ой, ну Хрена вообще это странновато, да. Зачем им Куча собак. И мы как-то, короче, ехали на Визаран и видели, как везут собак и кошек прям в клетках. То есть они реально здесь хавают собак и кошек. Блин, Это офигеть. факт. Офигеть. Так, короче, мы здесь не нашли никакого маяка, здесь только разводят собак. Будем дальше. Поехали дальше. Ну, вот такая фирма, это военная территория. Имеет табличку. Да, вот restricted area, no trespassing. Restricted, как это переводится вообще? Запретная зона. Да? Или частная собственность, что такое может быть. На пляж, блин, это дорога на пляж, если что. Там. Сейчас тут все заброшено. Военная территория, пожалуйста, назад колючка. Ага, да, там колючка прямо, все жестко. А тут смотри, никого нет, как будто военные съехали все уже отсюда. Можно самому так сесть сюда в ларек и принимать деньги за проход. Класс. И вот здесь раньше что-то было. Да, какой-то стенд. Как тут сложно все, да, с этими... Вроде дорога-то на пляж. Вроде да, не совсем понятно. Что тут написано? Не под напряжением это байда? Цена. Military area. Военная территория. А, вон по-английски внизу, в натуре. Прохода нет. Мне кажется, я тут тоже ездил пролез. Главное, чтобы голова пролезла. И... Не влезай. Ты попробуй телом, оно тело, видишь? Да, протиснется? Конечно. Только не застрянь. Медленно туда просовываешься. Ага. На военную Блин, ну территорию, как бы так, уже красная табличка, а не белая. Не заметить ее, что мы ее не видели, это сложно Каковы сказать. шансы, если, прочитав красную табличку, проигнорировать полностью все, что написано, протиснуться, то шансы получить пиздов очень велики. Великие, да, как бы И нахуй. они потом просто могут уже сказать, ну как бы вы получили пизды, вы что? Вы что, не понимаете? Да, написано «This is not Russian language». Да, Это не русский. да. Мы не понимать эти буквы. Пока что начинаю понимать. Если вьетнамцы говорят «нет», это значит «да». Это как в Болгарии как бы. «Нет», «да», чувак. Бро, пролезаешь, это просто клаустрофобная вся история, давай. Ну я ж... Ля, ты раскачался, протеина надо меньше жрать буррито, блин. Братан, И теперь я сам... Да пролезешь. Нет? Да как, нет? Не, у меня руку проходит глобально. Да ладно, бро, как так? Подожди, дай попробую. Пиздец, ты протиснулся. Почему? Я не Бро, пролезаю. да просто расслабиться надо, потому что ты же знаешь, эта тема пещерная. Ты если напряжен, ты не пролезешь. Просто выдыхай и протискивайся. У меня кости вылезают. Влезают, бро. Кости не- Да я вижу, что ты пролезешь. Лопатку сначала давай и выдыхай, и протискивайся. Митяй, да ты ж дрищ. Ты что, полезешь через... в широту? Бро, через верх там колючая проволока. Ну давай перешагивай, а что ты, подожди, ты уже долез. Вот сюда перешагивай просто и все. Нарушая все законы и Братан, границы. ну такая херня. Бро, давай не придумывай. Блин, это детский забор. Я такой в 9 лет, блин, перелазил. Нет, тут колья ржавые. Ну и что? Давай ногу сюда переноси. Ага. Так, ну это хороший знак, что даже военная территория здесь может быть заброшена, судя по всему. И может быть даже в бункер в этот военный тоже можно переместиться. Что, нормас, прошли? О, вот туда куда-то вниз. Спуск на пляж. Тихо, ёпта. Сверху смотри. Они вон повсюду. Бать, кто это такие? Где? Кто-то летает. Ну, цикады. Да, я не успел даже увидеть. Мгм. Кто-то летел. Слушай, а вон впереди реально военная база. Вот он, вот он. Подожди, давай попробуем ее найти. Так это она, смотри, брейкданс. Фристайло. Видишь? Нифига себе. Подожди, не трогай ее. Мы ей поможем. А они не кусаются? Да, это вот местные цикады. Она, по-моему, крыло немножко повредила. Первый раз вижу Цикаду. Ладно, понесли ее с нами. О. Прикольно. О. Ё-моё. В общем, забираем эту цикаду с собой и попробуем идти дальше. Короче, мне кажется, она уже, да, она уже полууставшая.
Я так понял, что вот эти военные объекты, на которые мы сейчас идем, их тут много очень по всему острову, да и вообще по Вьетнаму. И просто на них не всегда есть военные. То есть, когда их на этой точке нет, сюда можно гулять. Ну, соответственно, когда у них какая-то есть там задача занять это место, то туда проход запрещен. Смотри, так это бункеры, бро. Мы дошли до бункеров еще одних в скале. О, нифига себе, мы его нашли. Это военные бункеры. Не вижу никаких камер, ничего. Это военные бункеры, пожалуйста, смотрите, наверх еще пошла бетонная тропа. И внутри там что-то. А? Его можно открыть. Нет, там замок висит. А, замок? Да. Где? А, вот. Замок я Замок. не увидел. И внутри вход в бункер, в пещеру прямо. В скалу. Блин, офигеть. Так тут эти бункеры повсюду, походу, во время войны тут прятались. И я думаю, что сейчас они просто неактивны, эти места. Вон впереди еще один вход. Я думаю, что если бы их не закрыли, там бы внутри был вообще трэш. Да. Оп. Стикеры такие. Точно такой же вообще, абсолютно просто. Ведет куда-то в недры скалы. Я думаю, что там может быть интересно, но Там офигенно в было. теории, смотри, пробраться туда, бро, Я уже смотрел. можно вот в этом углу. Но как-то туда, блин, не, слишком маленькое расстояние. Мы почти не пролезут. Ну, вообще, вот такой замок, его как бы... Ладно, не будем. Его можно оторвать. Смотри, а вот это тот самый отель, на пляже которого мы в каком-то видосе вечером тусили. И от него идет мост. То есть с какого-то этажа, я не знаю, там этажа с 7-го. И этот мост, смотрите, соединяет два отеля огромных между собой. Вон там Да, и вон там вертолетная площадка или что. То мы уже на самом верху практически. Вот здесь какая-то инфраструктура начинает появляться. А вон там, смотрите, отсюда видно эту мегастройку. Просто огромных масштабов. Размером с весь город стройка. Представляете себе? Сколько здесь... Ну, что здесь вообще будет потом за комплекс? Ну, иди сюда. Собаки нас тут. Собакины. Так, а впереди... А впереди вон байк. И реально дом. Куча собак, короче, нас прогоняют, по ходу дела. Вообще сейчас, наверное, вот те, кто видосы тут смотрят, значит, думают, чуваки идут, видят красную табличку «Военная территория». Просто как бы идем дальше. Те, кто в военных частях служил, я думаю, там знают, какие распорядки. Стоя стрелять буду, да? Только на вьетнамском. Нам главное не перепутать. Это типа «Синчао». «Синчао». Стоял кричать. Да. Так, то что, решили еще завернуть вот в эту развилку рядом с входом в бункер. Да, дедушку встретили с девочкой. Он сказал, говорит, головой покачал опять. Говорит, не идите сюда. Пойдем еще, если до собак дойдем, развернемся. Вообще странная территория, знаешь, внизу два бункера, получается, здесь два входа есть. Друзья, если кто-то вообще, может быть, владеет информацией, вот насколько глубоко такой бункер может в скалу уходить. Потому что, чтобы вы понимали высоту этой скалы, ну посмотрите, насколько мы высоко. Мы практически на пике. И здесь есть на острове, прямо в центре острова, он прямо на картах отмечен, называется военный бункер-госпиталь. Это реально военный бункер-госпиталь, который как туристическое место сделали, и за деньги туда водят туристов. Ну, туристический бункер, ладно, окей. Но вот это вообще не туристический бункер. В него бы было очень интересно попасть. Смотри, еще один вход впереди. Третий вход. То есть, получается, на каждом... Это, смотри, сколько этажей уже получается. Раз, два, три этажа уже. 3 этажа, и мы еще не знаем, сколько под землю. Абсолютно такой же вход. Такие ржавые замки, что их, наверное, уже ключом не откроешь. Ну, замочки хлипенькие. Ладно, все, оставим эти мысли о проникновении в военные объекты. 4-й этаж, да? Еще один. То есть, может быть, внутри этих бункеров до сих пор там какой-нибудь хранятся запасы, оружие, может быть, на случай цунами здесь будут людей прятать. Кстати говоря, на острове здесь вполне себе могут, ну, видишь, тайфуны, штормы. Да. Если будет какой-то цунами, то вполне себе здесь можно спрятать дофига людей в этих бункерах. Смотрите, а мы, в общем, поднялись сейчас второй тропой, и видите, вон там наверху, вот туда мы поднялись с другой стороны, и там собаки были. То есть там наверху, вот в этих домиках, кто-то все-таки сторож какой-то сидит. О, закат приходит. Становится красиво. Да, не похоже, что здесь кто-то вообще живет. Вот он, это мегастройка.
Да. Мега-стройка. И только начало, представляете? Да, мы вот ушли с Митяем, сейчас обсуждали тему вот этой вот неуверенности. То есть мы как бы дошли почти до верху, встретили собак и такие, оп, развернулись, как бы ушли. Типа чья-то Ну, территория. типа, да. Но с другой стороны, мы, прикинь, мы уже за нее проникли. И как бы вот надо бороться с этой неуверенностью и переходить в зону уверенности. То есть если, ну окей, нас остановили и сказали, сюда нельзя. Блин, да мы же на чили идем вообще с... Остановили, сказали. Да. На бухту вид откроется. Смотрите, друзья, природный фрактал. Фрактальная сетка. Видишь, это как ДНК, как молекула химическая. Ага, Видишь? да. Природные фракталы повсюду. Так приближаемся, отдаляемся. Очень близкие, самые близкие к природным фракталам снежинки. Они по симметрии идеально одинаковые получаются. А знаешь, если отдалиться от Земли и посмотреть со спутника, то горы, они вот абсолютно так же, как фрактал выглядят. Да, то есть получается, это микромир, макромир. Целая планета в соответствии со Вселенной может быть как маленький фрактал. Да, а дальше вглубь Миллиардов. смотришь, вглубь еще фрактал, Да. еще вглубь, что там, кристаллическая решетка, еще Один в одном, глубже. так бесконечно. Да, и потом, Докуда так можно дойти? Там атом, в клетку посмотреть. Это то, что мы только изучили. Не изучили. Еще до сих пор никто не знает вообще, как клетка работает. Клетка человека. Это на самом деле удивительно, ну что... Я вот читал про клетку. Там Типа- описана как бы общая работа, и как она белки там Ну, как бы примерно люди сразу что? понимают, что происходит, но как это работает, не понимают, потому что у клетки КПД 99%. То есть она идеальна. и это настолько сложный механизм, одна клетка, которая несравнима. Вот технологически человек еще ничего в мире такого сложного не придумал, как всего лишь одна обыкновенная клетка. О, смотри, вентиляционные шахты бункеров сюда выходят. Что, может, попробуем туда зайти на эту крышу? Что, решили посмотреть, кто там в глубине. Тут, кстати, опасно провалиться можно. Смотри, впереди обрыв. Да, ну тут особо куда. Это вытяжка получается. Воздухоснабжение, я так понимаю. Тут насос какой-то должен стоять, наверное. В общем, кто в бункерах шарит, те знают. Смотрите. Ну и вот такая пристроечка. Еще одна большая. Еще одна. Как интересно, да, вот вся эта история устроена. Смотрите, сверху специальные отсеки, которые собирают воду. И эта вода, получается, сливается из одного отсека в другой. Я так понимаю, она как-то... Для этого, да? Я не знаю. Ну и вид отсюда, конечно, смотрите, классный. А где же наша лагуна находится, в которую мы хотим попасть? Так, что мы здесь обнаружили? Я первый раз вижу, как цветет эта пальма. Смотрите, какая интересная штуковина. О, смотри. Семенная коробка просто этой пальмы, она колючая, писец. Первый раз вижу. Да, как алоэ прям. Интересно, как она потом раскрывается вообще. Вот еще один фрактал природы. Да, век живи, век учись. Ну что, мы вот дошли до самого верха, получается, до обзорной площадки. Проверили это место, как бы точку на карте оставлю в описании. В принципе, стоит того, чтобы сюда прогуляться. Во-первых, здесь тихо. Смотрите, это вертолетная площадка. Это написано, смотри, военный аэропорт, бро. Аэропорт используется для посадки вертолетов и транспортировки солдат в случае, если морской транспорт недоступен. Это просто, мне кажется, это просто упущение, что все вот эти этажи, сколько здесь, 4 этажа под землей, вы представляете, здесь целый мини-город находится под этой скалой, и это все закрыто. То есть из этого можно было бы сделать классный аттракцион. Пушка, бро. Пушка. Это гаубица. Смотри, снаряды. Военные снаряды. Как памятник. Вообще мы попали с тобой в древний музей. Да, получается, так и есть. Вот это артиллерия. Бро, а вот и спуск в эти бункера. Офигеть, мощный вкус. 138 миллиметров эта пушка. Ты представляешь? Ты представляешь, как с нее жахают? Ты смотри, она в разобранном состоянии. Мне кажется, тут поспиливали, что можно было, нет? Или тут таким не промышляют? На металл бы ее сдать. Да уж. Смотри, кто-то сваркой здесь плазменной фигачил. Поспиливали, да. Или что это? Видишь? Это может быть, кстати, шрапнель от чего-то. Да, вот тут смотри, это выстрелы.
Офигеть, да. Спиленные кусочки. Да, вот еще один здесь. Смотрите, очень много какие-то пустые. Смотри, сколько их здесь. То есть это складировали здесь боеприпасы для этой мега-гаубицы. В каждой из этих коробок лежал снаряд один. А теперь там бутылка для мокрого, бро. Отлично, или уже готовы? Ну, как бы времена идут, снаряды меняются, сами понимаете. О, смотри. Вау. Стой. Это значит здесь... Бро, это барная стойка. Да, ну то есть, смотри, прикинь, такой... Это хуйня. это. Такой барный стол, смотрите, времен. Советские военные агитплакаты. Смотри, вьетконговец с гранатометом на танк идет один. На американский, кстати, US. Да, слушай, такое ощущение, что здесь в сезон, может быть, даже что-то было реально и что-то работало. Смотри, здесь похоже на площадку кафе. Стулья, барная стойка, вон там кухня. И смотри, вот с этим видом здесь можно сидеть, кофеечек выпивать. Вообще началось все с запрещенной военной территории, а дошли в итоге до, ну, прямо окультуренного места, где таблички каменные, которые говорят: не упустите шанс посмотреть на различные бухты, острова обезьян и, в общем говоря, природу и культуру, которая насчитывает более 7000 лет, там написано. Смотри, бро, отсюда виден остров обезьян, куда нас высаживали. Вон он. Вот это, получается, вот нас туда высадили. 2 домика, видишь, справа. Вот это пляж, на который мы хотели попасть. И еще вон один напротив. Да, то есть здесь все заброшено. Получается, что они на сезон дождей отсюда снимаются, потому что, сам понимаешь, здесь не просто, по ходу дела, в дождь все это поддерживать. Да, дождь и ветер просто стулья. Да, да, и они, как бы, я думаю, в сезон только. Смотри, тут окопы какие-то копают. Я думаю, что это сливники, чтобы вода стекала. То есть все входы в бункер они просто забаррикадировали. Видишь? Да. Блин, зачем вы заделываете военные бункеры кирпичом? Было бы очень круто, если бы все это было открыто. Может, там внутри опасно? Я бывал в нескольких бункерах военных. У нас в Брянске есть в области ПВО бункер, тоже там сколько-то 3 этажа под землю. И там вполне себе может быть немножко опасно внутри. Особенно в сезон дождей. Я думаю, что это не совсем безопасно, да. Ну вот это, конечно, мега-пушка. Я даже не представляю, как это вообще все работало. Смотрите, огромная шестерня. Вот это все как-то вращалось, направляется куда-то и просто корабли топить. Да, военная история, конечно, странная. Представляете, живут люди и такие говорят: давайте построим и вложим кучу бабла и сделаем мега-пушку, чтобы бомбить все вокруг. Зачем? Представляете, как классно, если бы все эти бабки влили в то, чтобы что-то построить, ну, я не знаю, для людей, а не для убийства людей. Да, человеческая раса обречена, к сожалению. Пока не изменит свое отношение к миру в целом. Когда я в таких местах нахожусь, мне вот кажется, что я переместился в какое-то постапокалиптическое, знаете, где после войны какой-то глобальной выжившие люди ходят и смотрят просто на остатки вот этого оружия разбомбленное, Какие-то ящики с боеприпасами, вот это все. и недоумевают, типа, зачем все это было, для чего все это. Не, я понимаю, что, конечно, если чуть-чуть там исторически, если смотреть, то одни нападали, другие защищались, всегда так было. Ну, это немножко грустно просто. Ну, что поделать, такова жизнь. В Индии стоят лингамы священные, а во Вьетнаме тоже стоят свои лингамы военные, милитаризированные, ржавые. Смотри, это что за отверстия? Как ты думаешь, это их высверлили для того, чтобы достать, типа, ну, разминировать? Даже не знаю. 1, 2, 3, 4. Что? Может, на нем как-то гильза держалась. Не знаю. Интересное место, и сколько сил во все это вложено, просто здесь все из камней выложено, забетонировано. Сколько тут людей, я не знаю, тут, мне кажется, целое поколение должно было полезть, чтобы вот вкопаться вот в этот каменный бункер просто, в скалу. По размерах внутри мы догадываться только можем. Вот это скорее всего потолок,
И внизу вот такого вот размера просто находится зал какой-то, в котором что может находиться? К примеру, вот такая же огромная гаубица, примерно как вот эта. Я больше чем уверен, что есть под морем хода, которые выходят на Наверняка. на другой. То есть просто выход уже на другой земле. Мне кажется, можно было бы открыть эти ворота, да, и типа, а что такого? Как правило, почему-то все вот такие военные объекты, они в первую очередь для безопасности самих Да, да. посетителей, мне кажется, и перекрывают. Бункеры, они почему закрыты? То есть я думаю, что военные там внутри этих бункеров вполне себе могут оставить точно так же за замками какие-нибудь припасы. Они же не будут с собой постоянно это все перемещать. То есть там наверняка, конечно, схроны какие-то есть. Сами понимаете. В первую очередь, скорее всего, это все закрыто Ага. от детей, потому что дети очень любят такие Да, ништяки. да. А детишки, могут какую-то оплошность допустить, сами понимаете. Конечно. Бросить гранату там не туда. Да, или просто что-то не заметить, провалиться туда. Смотрите, как ураганом здесь прошлось. Поломало деревья. Я думаю, что здесь много, реально много. Вот куда-то, если туда начать пробираться, там можно какой-нибудь вентиляционный лаз найти и попасть в этот бункер. Ну что, тем временем уже 6 вечера. Хорошо, что дождь так и не начался. Как-то так проходят наши дни. Да, офигенно. Здесь на острове. Да, Зарюка чуть подспала. Прикольно. Когда-то прямо экшен какой-то, когда-то такие лейзи-чилловые дни, когда-то просто на прогулочку. Вот вышли рядом с домом, можно сказать, сейчас гуляем, просто разведываем территорию, узнаем, что тут вообще можно делать. Все-таки это Очень классный, да. классный место. Не думали, Как бы отметку оставлю. Дальше сами думайте. Как бы неизвестно, опять же, можно ли сюда будет пройти сезон или нельзя, но, судя по всему, можно. Если, кстати, из отеля выпишемся, можно здесь поспать, смотри. Бетонные подушки йогические. А, в натуре, да, и вон смотри, вот здесь. Вообще. Так тут и коробки, и подушки есть. Мы тут спать можем. Вообще на полном серьезе здесь можно переночевать, если что, я уверен. Так что, короче, будем думать сейчас, что делать. Можно забить трубочку, что-то дунуть и потом подумать. Ну, так и сделаем. Мы всегда так делаем. Так, я сейчас вас приду гладить. Догавкаете сейчас. Сейчас заглажу вас просто. Заглажены будете полностью. Мы тут обнаружили собаку. Смотрите, собака крайне испугана. У нее прям страх в глазах. Вообще просто. Она, мне кажется, видела смерть. Вот, учитывая эти клетки с собаками, которые мы пораньше сегодня видели, у нас такое предположение, что она сбежала с собачьей фермы. Так, ну что, мы уже спустились с горы. Угадайте, где мы? Мы в снеговике. Снеговик — это тема, друзья. Снеговик — это лучшая, это находка Азии. Реально, я влюбился в это, просто в этот фастфуд. Это какие-то... Объясни, что за тема. Да это мороженое, это дешевая какая-то, дешевый лимонад. Тут можно купить чай, бабл-чай. В основном он специализируется на чаях молочных и всяких фруктовых. Да, ну понятно, это все химоза жесткая, но я люблю это едище. И тогда прям хочется. Вкусная Снеговик.